Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Ретроспектива», где мы с вами рассматриваем старые советские масштабные модели и сравниваем их с современными китайскими аналогами. В сегодняшнем видео я хочу вам показать ГАЗ-24 «Волга». Мы посмотрим на старую модель производства Горьковского автозавода, ее сравним с производителем «Агат», и эти модели мы также сравним с журнальной серией «Автомобиль на службе» и «Автолегенды СССР». И у меня в коллекции, к сожалению, нету классической «Волги» из серии «Автолегенды СССР», поэтому мы рассмотрим модификацию ГАЗ-2410, а 24-ку я вам покажу из серии «Автомобиль на службе» номер 35, военная комендатура. И давайте уберем модели, чтобы они нам не мешали, и освежим в памяти то, как выглядели настоящие прототипы. Для этого я вам приготовил журналы, мы их быстро пролистаем. И у меня два журнала. Один журнал из серии «Автомобиль на службе», второй из серии «Автолегенды СССР». И мне не очень нравятся журналы из серии «Автомобиль на службе». Здесь больше говорится о самой организации, нежели о прототипе. Например, о «Волге» здесь мало информации. Есть черно-белая фотография, автомобиль ГАЗ-24 «Волга» Московской гарнизонной комендатуры, и фото 1975 годом датируется. Другие служебные машины, автобусы. Также есть плакат, который при желании вы можете повесить на стену. Еще одно фото с 24-ми «Волгами». УАЗик, буханка, УАЗ-469. Еще один УАЗик. И плакат, который тоже при желании можно вырезать и повесить на стену. Анонс на следующий выпуск: ГАЗ-69 ветеринарная помощь. У меня такой модели нет в коллекции, а есть машина для уборки тротуаров и также классический автомобиль в зеленом цвете. Следующий журнал посвящен модификации ГАЗ-2410. Это выпуск номер 48. Здесь есть фотография уже современной «Волги», также черно-белое фото, собственная черная «Волга», значит, жизнь удалась. Испытания на Дмитровском автополигоне. Милицейский вариант. События, которые происходили в стране в тот момент. Кадры из кинофильма. Дальние родственники: Mercedes-Benz W124 и Audi 100 в кузове C3. Плакат, который тоже можно повесить на стенку. Другие ракурсы. 2410 не сильно отличается от 24-й «Волги». Декоративные элементы. Также немножко изменили салон, но на масштабных копиях все эти детали не столь сильно разнятся. И, кстати, на журнальной 2410 салон взят от обычной 24-ки. Не знаю, почему так сделали, но многие люди покупали еще в коллекцию ГАЗ-3102 и с нее переставляли салон на 2410. Подкапотное пространство. Схематический чертеж, технические характеристики и другие модификации. ГАЗ-2412, также ГАЗ-2413, 2411 и 2410 пикап, которые делали на различных ремзаводах. Анонс на следующий выпуск: ЗИЛ-111. У меня такой модели нет в коллекции из журнальной серии, а есть вариант от Deep Models. И давайте начнем с обзора модели в масштабе 1 к 50. Это автомобиль Горьковского автозавода. Он довольно плохо повторяет очертания настоящего ГАЗ-24 «Волга». Все выполнено очень условно, нет открывающихся элементов, очень примитивно сделан салон. Рулевое колесо здесь из белого пластика, сиденья окрашены как будто в оранжевый цвет, но на самом деле это такой пластик. Интересная особенность этой модели: если вы посветите в заднее стекло, то загораются передние фары. Здесь и специальная призма. И эти «Волги» не являются большим раритетом, это больше некий сувенир, стоил он относительно недорого, и такие модели сейчас встречаются на различных барахолках. Более редкий экземпляр с 4 фарами спереди, а с 2 фарами модель довольно часто встречается, еще раз повторюсь.
Давайте посмотрим на модель в 43-м масштабе от производителя Агат. Покажу вам сначала машину зеленого цвета. У нее открываются дверки. Вполне хорошо проработан салон на то время. Рычаг переключения коробки передач тоже присутствует. Это отдельный элемент, как и рулевое колесо. Также открывается крышка багажника, внутри присутствует запаска. Это ранняя ГАЗ-24 «Волга», на более поздних вместо запаски поставили напольное покрытие. Также у модели открывается капот. Вполне хорошо проработаны колесные диски, также довольно нормальные покрышки на тот период. Вот так выглядит нижняя часть. Металлическая планка днища. Написано ГАЗ-24, модель А14, масштаб 1:43, сделана в СССР. И здесь фонари из прозрачного оранжевого пластика. Также покажу вам новодельную ГАЗ-24 «Волга» от Агат. Она у меня вот в такой коробочке. Коробочка здесь не оригинальная, а от советской модели у меня не сохранилась оригинальной упаковки. Я купил репринт, чтобы поставить туда свою модель. Вот так он выглядит, и в принципе вот такие коробочки были в советское время. Этот репринт стоил, по-моему, 800 рублей. Довольно дорого, но за такой уровень полиграфии, я думаю, это вполне уместная цена. Это одна из последних ГАЗ-24 «Волга», которую я покупал в свою коллекцию. Машина с Новым годом. Ее я изначально хотел пустить на запчасти, но мне подписчики сказали не трогать «Волгу», а оставить ее в первозданном виде, поэтому я вас послушал и оставил ее в своей коллекции. Тоже открываются дверцы. Здесь салон уже из черного пластика. Все тот же хромированный рычаг переключения коробки передач. Открывается багажник, вместо запаски уже пластиковое напольное покрытие. Также открывается капот, все тот же хромированный двигатель. Здесь есть непрокрасы, если вы посмотрите на переднюю часть, то видно, что здесь почему-то не нанесли краску. И эта машина, конечно, уже по уровню своей проработки уступает старой советской модели. Здесь и более примитивные колесные диски. Покрышки точно такие же. Нижняя часть не претерпела особых изменений. Единственное, удалили А14 и днище покрасили в черный цвет. И можно сравнить эту «Волгу» с автомобилем в масштабе 1:50. Модельку в масштабе 1:50 я купил просто ради истории. Потому что они были сделаны на Горьковском автозаводе и потом уничтожили всю оснастку. Поэтому таких моделей больше никто никогда выпускать, я думаю, не будет. Да и не к чему. Их было выпущено огромное количество, и при желании можно найти такой автомобиль в хорошем состоянии, даже с оригинальной упаковкой. И давайте посмотрим на ГАЗ-24 из серии «Автомобиль на службе». Модель поставляется в блистере. У меня автомобиль в оригинальном состоянии, правда, потерялся один маячок с крыши. «Волга» вполне удачная, и при небольшой доработке из нее можно сделать вполне хорошую масштабную копию. И не стоит забывать, что даже по сегодняшний день такую «Волгу» в лучшем исполнении промышленным способом никто так и не сделал. Возможно, в будущем кто-то и сделает какой-то вариант, но пока что это единственная модель, которую можно относительно недорого приобрести и поставить на полку. И у меня есть еще одна такая «Волга»,
которую я немножко дорабатывал. Поставил другие колесные диски, покрышки от Maestro Models, обозначил красным огоньки на маячках и также зачернил решетку радиатора. Других изменений на этой модели я не делал. И покажу последний автомобиль. Это ГАЗ-2410, который выходил в серии Автолегенды СССР. Машина в темно-сером цвете. На нее я поставил другие колесные диски и покрышки от Maestro Models. Больше доработок на ней я не делал. Салон остался старым от обычной 24-ки. У меня есть в коллекции еще белая Волга, и у нее я переставлял салон из набора Старт 43. Тоже как-то давно вам демонстрировал ту Волгу на своем канале. Вот такой небольшой ретро-обзор, где мы с вами рассмотрели ГАЗ-24 Волга и ее модификацию ГАЗ-2410. Пишите ваши комментарии, какие Волги есть в ваших коллекциях. Понравился ли вам данный видеообзор, поддержите его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.